Всем привет, ребят! Новый день, новое видео. У нас уже обед. Даня в саду. Я заходила к маме, посидела там у нее, покушали. И теперь у меня термин в больнице на полугодовалый контроль после операции. Блин, просто прошло уже полгода. Мне кажется, что вот-вот я только пошла в эту программу, что только вот как мне подтвердили операцию, и я ждала ее, мне переложили. Помните, как мне переложили этот термин тогда на операцию? Пролежала весь день в больнице, в этой... Ой, в общем, если кто-то не видел, там есть у меня видео. Это было то еще разочарование тогда. Но, блин, сейчас уже просто полгода после операции. Сейчас пойду, у меня вроде как должны взять кровь, по крайней мере, так в документах стоит. Взвешивать, опять все вот эти замерки должны будут сделать. И да, надо будет еще раз у них спросить по поводу выпадения волос. Меня это все не оставляет в покое. Я понимаю, что из-за того, что я стрессую, да, как бы стресс, он тоже вызывает выпадение волос. Я уже... Про выпадение волос могу вам рассказать все. Я знаю, какие стадии проходят волосы, сколько эти стадии разные длятся. Я знаю, какие терапии, какие методы, какие лекарства, витамины, что существует для волос. Я уже выучила, прочитала, посмотрела все. Но нету такого какого-то способа. Я понимаю, что они мне сейчас опять скажут, кушайте белок побольше, пейте эти витамины и ждите. И из-за того, что я стрессую, я понимаю, что стресс тоже вызывает выпадение волос, что я делаю, в принципе, сама себе хуже. Но я не могу ничего с собой поделать. Я просто... Мне надо расслабиться. Я, как всегда, в обеденное время. Запахи стоят на всю больницу. Хорошо, что я покушала. Все, Adobe свободен. Анализы сдаты. Меня опять фотографировали. Была у врача. Поговорили, взвесили. Я, кстати, сегодня тоже взвешивалась. И смотрите, у меня уже впереди цифра 8. Что, не дуется? О! Ну ты хорошо, дуй прямо. Давай другой найдем. Забрала Даню с детского сада. Он там лазит, цветочки собирает, одуванчики эти дуть, которые ему нравится дуть. И... Я нашел много. Ты нашел много? Да. Ну дуй. Вау, фу, все на меня полетело. Вот, сейчас занимаюсь дома стиркой. Прибрала на кухне. И я не знаю, либо сегодня еще вечером, либо уже завтра буду собирать чемодан. Ильяс у нас снова уезжает. В общем, в этом месяце он уезжает уже второй раз на пару дней. Вау, ты перышко нашел? Да. Ну-ка. А птичка? Вау. Я к тебе. О! Давай, дуй. Пошли, а то Илюша выйдет, он сейчас вынесет мамин кошелек. Пойдем пончики тебе купим. Мы будем его здесь ставить. Так, здесь магазина нету, пошли. Встреча удалась. Два брата-акробата. У него попа торчит.
Все, чемодан запакован. Осталось завтра налить свежей водички ему в дорогу. И надо будет еще завтра найти мне его баделач, ну такие резиновые шлепки. Я не пойму, куда они делись. Так же не бывает, что они просто взяли и испарились. Почистила ему горшок. Он уже сидит там. А, Бася? Я только тебе почистила его чисто, все засыпала, вымыла. Ильяс у нас тут разбирает посудомоечную машинку. Короче, все заняты какими-то делами. Элли там в здании играется. Я уже, как сказала, почистила Басин горшок. Собрали ему чемодан. В общем, да, у нас сегодня какой-то приборочный день, уборочный. Вот это тоже уберешь, то, что здесь лежит. Кроме вот этих стекляшек и вот этих вот для машинки, я потом это сама уберу. Это что за Игого тут? Ты кто? Ты Игого? Нет, Зая. Зая Игого. Кстати, я пересадила вот в такие горшочки помидорки. Я один день выставила их на балкон. Было солнце, все было круто. И вот что-то с ними случилось. Я теперь не знаю, отойдут они теперь или нет. И какие-то мошки, какие-то гребаные мошки постоянно летают. У меня здесь вот одна паприка. Тоже немножко, мне кажется, может, они на солнышке подпалились. И вот, видите, летают какие-то мошки. Мне кажется, это первый и последний раз, что я что-то вот такое делаю. Ну, как говорят, не надо зарекаться, но что-то мне подсказывает, что... Не знаю, но пахнет вроде помидорками уже. Или нет, или мне глючат. Не знаю. В общем, не знаю, выживут они у меня вообще или нет. Ребята, смотрите, какой у нас сегодня ужин. Рис с курочкой в соусе и шпаргель. Ты уже тут убираешься? Да, вот я была. А-а-а. Пожалуйста. Спасибо, давай залази. Я там на белой заводи. Мама, пошел уже заводиться. Ты совсем уже у меня большой помощник мой. Мама, положи пока сюда. Не упади, пожалуйста. Носочки. Мам, Ой. я хочу вот так. Я буду прыгать, ладно? Я тебя убью. И я тебя. Все. Я не хочу укрываться, ладно? Ладно. Best to give me your loyalty. Best to give me your loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Ребята, следующий день. Доброе утро. Отвела сейчас Даню в сад. Погода отвратительная, просто. Фу. Сейчас приехала в магазин. Хочу кое-что купить. Я уже про это слышала, но мне тут еще посоветовали. Пойду смотреть, есть, нету. Смотрите, нашла магазин. Ну, типа для разных хобби у кого. И здесь вот всякие буковки. Я, кстати, думаю по поводу вот этих буковок. Ну, вот это вот, например, стоит здесь 7,60. Я заказываю в Алиэкспресс или в Тему буквально за 1-2 евро. То есть, ну, как бы понимаете, да? Вот это, конечно, прикольно выглядит. 28 евро. Обалдеть. Можно всякие такие какие-то поделочки сделать, да даже... Да, все что угодно можно с этим делать. Но цены, конечно, 6,20. Цветочки всякие. Букетики собирать, даже вон перчик есть.
Ойра 50? Да, ойра 50 стоит такой. Вот этот вот. 4,40. Свадьбы. Ух ты. Смотрите, какие декорации. Статуэточка какая прикольная. 16. А есть такие маленькие. Для детской вечеринки. Милота же. Вот это, кстати, интересные моменты для букетов. Делать цветочки, да? Очень даже интересно. Есть вот такое. Красиво, конечно. Ух, сколько всяких ленточек. Мне сегодня судьба ходить с этим капюшоном. Зашла еще сейчас в экшен. Или я показывала, что я уже не помню. Взяла так еще по мелочи, что мне надо было. И теперь, да, уже 12:05, надо ехать домой, поискать еще обувь Ильесу. Мы не можем найти его шлепки. Я ему в том году купила шлепки для, ну, резиновые такие, знаете. Я даже вам, по-моему, показывала. И они исчезли. Они просто куда-то испарились. Я не понимаю, где они. Чтобы я их выкидывала, я не помню. Чтобы они рвались, я тоже такого не помню. Я когда подъезжала к дому, я уже видела, что возле нашего дома стоял почтальон. Но я увидела, что он с Амазона, и думаю, нет, это не для нас. Оказывается, это все-таки для нас пакет. Только я не понимаю, почему он пришел с Амазона. Я заказала на большом eBay краски, ну, съедобные краски для крема, тортиков, там всякое такое, да. И почему-то он пришел через Amazon. У меня уже, знаете ли, как-то была такая история, что у меня утром стояли возле квартиры криминальная полиция с обыском, разрешением обыска на мою квартиру. Я так один раз в большом eBay купила вот эти ступеньки для Дани, которые у меня там в углу стоят. И там тоже получился бытрук, как это сказать. Ну, короче, я оставлю ссылку. У меня есть видео, где я там рассказывала, что у нас приключилось. Но это, короче, было весело. И сейчас что-то опять странно, что я заказала на большом eBay, а мне пришло с Amazon. Как-то это подозрительно. Ну, посмотрим. В общем, заказала вот такую вот краску. Здесь много-много вот таких вот маленьких баночек разных цветов. И я надеюсь, что они будут хорошие, что будет достаточно одной капельки, чтобы окрасить, например, там тесто или крем. Так, ну нижнее белье я купила, вам не буду показывать. Купила вот такие вот шпажки, я всегда беру. Ими удобно проверять, испекся тортик или нет. Или лимоны там я делаю с вишенкой вкусно. Ну, карандаш на улице идет. Дальше в экшене я всегда беру вот такую туалетную мокрую бумагу. Она очень хорошая, недорогая, в общем, суперская. Дальше в экшене вот такие вот салфетки кухонные. Очень хорошие. Они стоят 2 с чем-то. Вот этот один рулон, но он очень большой, его надолго хватает. И эти салфетки, даже если намочить водой и что-то протирать, они не рвутся. То есть офигенные салфеточки. Взяла также вот такую вот штучку. Здесь надо будет написать нашу фамилию, адрес, и напишу свой номер телефона. И буду вешать на чемодан. Ну, мало ли, да, всякое бывает. Тем более у нас в последнее время что-то все очень часто куда-то ездят. Также в экшене нашла вот такие вот пакеты для крема. Не знаю, посмотрим, насколько они будут хорошие. Написано типа супер качество, все дела. Для Даньки карандаши и одну разукрашку я отнесла на дачу, чтобы там были всегда для него. Взяла ему домой теперь новые карандаши, уже с точилочкой. Яйцо для Дани. Пол-патроль такое большое. Что я еще в экшене взяла? Я еще в экшене взяла шторы. Вот такие вот 2 шторины.
Ильесу в комнату. Хочу ему поменять, потому что у него там висят ужасные шторы. В принципе, ему туда еще нужно купить тюль новый, потому что там уже где-то кот зацепил, потому что он у нас любит лазить на подоконнике, сидеть в окошке смотреть. И он вот так вот лапами отодвигает шторы и тюль, чтобы пролезть. И когда он это делает, он иногда цепляет ногтями. То есть он это не специально делает. Вот, но все равно нужно заменить. И они реально уже старенькие, некрасивенькие. И вообще они туда по цвету не подходят. Так как это раньше была Элли комната, и ей они туда подходили. Вот, так что взяла вот эти шторы. Надо будет еще купить ему тюль. И можно будет повесить новые. И я была в вот этом магазине, который я вам показывала со всякими хобби. Там чего только не было, но цены, я вам скажу, космос. Единственное, что я оттуда взяла, это вот такие вот свечи для тортика. Мне они показались такие прикольные, волнистые такие. Серебряные и золотые взяла. Я за них заплатила 3 евро. В общем, евро 50. Одна пачечка. В Росмане что я взяла? Нет, не в Росмане, в ДМе. В ДМе я взяла вот такой вот шампунь. Не знаю, никогда еще не брала, хочу попробовать. Но написано, что типа без силиконов, ну, типа а-ля хороший. Посмотрим. Для Дани нашла вот такую зубную щетку с динозавриком. Для нас взяла щетки. И я уже очень много раз, это, кстати, тема опять выпадения волос, очень много раз видела в ТикТоке, в Инстаграме, у других там каких-то блогеров в Ютубе, что они покупают вот это средство от выпадения волос. И что это средство также помогает не только предотвратить выпадение волос, а еще чтобы росли новые. И я вот пошла купила, я от Веледы. Я знаю, что Веледа это очень хорошая фирма, у нас есть от нее крем, я его покупаю уже на протяжении 18 лет теперь, и он офигенный. Как бы я когда видела это все в интернете, я понимала, что да, надо будет попробовать, но как-то что-то у меня руки не доходили. А сегодня мне еще написали в комментариях под моим видео, где я рассказывала про мезотерапию, что тоже пользуется вот этим средством и что помогает. Поэтому думаю, ну ладно, раз уж говорят конкретно, что помогает, мои подписчики верные, то надо пойти взять и тоже пробовать. Единственное, я пробую сейчас, грубо говоря, все подряд. Я пью витамины, я делаю мезотерапию, плюс еще сейчас буду делать это. И в итоге я, в принципе, не буду особо понимать, что мне помогло. Но неважно, главное, чтобы помогло. Правильно? Правильно. Так что Веледа. Вот такое вот средство, если кому надо. Вот оно. А я потом уже буду... Ну, в принципе, вы все будете видеть, и что, как, зачем и почему. Ну, что-то из этого должно помочь. Я в это очень крепко верю. А было в прошлый раз, я реально в какое-то село поехал. Ты думаешь, ты сейчас в город поедешь? Я не знаю, куда я еду. Я реально не знаю, куда я еду. Ну, по-любому куда-то так. 3 часа нам, по-моему, туда ехать. Да. Ой. Я забыл вкусняши купить. Надо будет там купить потом. Я брала уже Даню. Ну-ка смотри, что там лежит. Нашел? Что это? Яичко. Яичко? А какое это яичко? Не знаю. Пол-патрон. Папа, А там внутри, наверное, что-то. Ну-ка давай открою, подожди. Получится у тебя? Ой. получится. О-о, что это? Флюгцойк, наверное. Давай. Да. Я нашел кей. Кей нашел. Дай Зая, она тебя соберет. Нет, ты. Я? Да. Ладно, сейчас. У нас сегодня супчик. Что-то мне захотелось вот с рисом, куриный такой супчик с картошечкой. Элли пошла отводить Даню в сад, а у меня есть одно дельце. Я его сделаю, и потом будем делать с вами тортик. Ну, начнем сегодня, сделаем коржи. И у меня еще вечером сегодня
Один будет термин в школе у Ильяса. Я же состою в этом в родительском этом комитете, или как он там по-русски называется, Эльтернрат. И да, будет сегодня совещание, собрание. И, в общем, да, как-то так. В магазин еще надо сходить. Короче, будем сегодня творить дела, чудеса. Йо-хо. Пришла домой такая вся деловая. А у меня, оказывается, нету вот этих круглых под торт подложек. Короче, как-то так. Мне теперь надо в магазин ехать, а у меня еще потом следом один термин. Я думала, соберу торт и поеду на свой термин. И потом уже до вечера он как раз постоит. И теперь... Я уже сбегала в магазин, взяла вот такую подложку. Я их всегда беру в Woolworth. Они здесь дешевые, выглядят неплохо и ну, они не сильно мягкие, то есть они не гнутся, потому что если они гнутся, то торт может у вас... Короче, ничего хорошего не получится. Вот, поэтому беру всегда, по идее, вот такие большие серебряные, в основном золотые, но их почему-то не было. Взяла один поменьше, потому что тортик я сейчас буду делать небольшой, всего на 2 килограмма. И нашла еще вот такую с Happy Birthday и вот такую, мне кажется, будет прикольно. А вот серебряных что-то не было. Потом нашла еще вот такие вот циферки, силиконовая такая форма. Заливать иногда надо. У меня почему-то нету. Я, кстати, сделала немалый такой заказ на Тему. И все, жду, когда он придет, но его что-то все нету. Долго оттуда идут очень посылки. И, не поверите, нашла в Woolworth такую вот футболочку. Ну, простая, стандартная, однотонная. Да, там просто бегать или на спорт, или, ну, в общем, взяла футболку. И сейчас я поеду делать ногти, потому что мои ногти вот в таком состоянии. Они уже очень отросли, 2 оторвались. Короче, да, нужно сделать. Заодно сделаю ноги, педикюр. В общем, полный комплект у меня сегодня. И вот с тортом получается полная жопа. Можно так сказать? Я думаю, можно. Я уже, по-моему, так говорила. Вот. А еще мне надо сходить к моему домашнему врачу. Но это я уже буду делать на следующей неделе, так как сегодня пятница. И да, пришли, то, что я ходила на контроль полугодовалый после операции. И пришли анализы, что мне нужно идти к домашнему врачу, что в бариатрическом плане у меня все анализы нормальные. А вот что-то у меня... Я не врач, да, я сильно в этом не разбираюсь, но насколько я поняла по этим анализам, что у меня что-то там не то с почки, с почками что-то не то в анализах. Вот, поэтому нужно будет сходить к домашнему врачу, но это уже на следующей неделе. Вот, так что... Вы знаете, как я туда схожу, как я сдам эти анализы, все, обязательно что-то вылазит каждый раз. То витамина D не хватает, то теперь с почками что-то не так. Ну, если я правильно поняла, может, я что-то не так правильно, не так что-то поняла. То еще что-то там... Ну, почему вот мы не можем, наше тело не может функционировать нормально? Почему вечно что-то происходит? Ну, тут вот сидит. Торт у меня готов. Сделала сейчас сверху ганаш. Теперь отправлю его в холодильник. И потом уже буду делать на него декорацию. Внутри торт пломбир. Единственное, я его сделала цветом радуги. Поэтому ничего такого необычного. Рецепт у меня уже есть на моем канале этого тортика. Единственное, я его делала не радугой, а просто простыми коржами, потому что он был для взрослых. А этот тортик для ребенка. Поэтому... Внутри в цвете радуги, то есть фиолетовый и так далее цвета. Посуду я перемыла, целая гора, еще бы вытереть, убрать, ну ладно. Машинка включена, и Даня с Ильясом попросили им сделать
манную кашу. Буду делать манную кашу. Кстати, я вот не понимаю, почему вот эта штука выглядит на камере розовой, хотя на самом деле горит она красным, а в камере розовая. Почему так? Готово. Все, это. Можно идти ложиться спать. Да? У тебя тоже Спайдермен?